Сегодня мы поговорим про камень, который создается не в глубинах земной коры, а внутри живого существа. Имя этого камня стало нарицательным, символизируя идеал, непревзойденную красоту или уникальность. Сегодня видео про жемчуг. С вами, как всегда, Анатолий, и вы на канале T-Stone. Приятного просмотра. Жемчуг – это уникальный и изысканный органический драгоценный камень. Он был обнаружен до начала письменной истории, поэтому трудно приписать его открытие к какому-то определенному времени или месту. Мы знаем, что его носили как украшение на протяжении тысячелетий, благодаря фрагменту жемчужного украшения, найденного в саркофаге персидской принцессы, который датируется 420 годом до нашей эры и который сейчас выставлен в Лувре. Еще мы знаем, что жемчуг преподносили в качестве подарков китайским королевским особам еще в 2300 году до нашей эры. А в Древнем Риме жемчужные украшения считались символом высокого статуса. Сферические драгоценные камни были настолько ценными, что в первом веке до нашей эры Юлий Цезарь принял закон, ограничивающий ношение жемчуга только правящими классами. А Плиний Старший писал так: «Первое место и высший статус среди всех ценных вещей занимает жемчуг. Вся его ценность заключается в блеске, размере, округлости, гладкости и весе». Было всего две жемчужины, которые были самыми большими за всю историю. Обе принадлежали Клеопатре. Они дошли до нее через руки царей Востока. Сегодня мы знаем, что самые старые образцы жемчужин были обнаружены в породах триасового периода в Венгрии и мелового периода в Калифорнии, но они уже все утратили свой блеск. Самые же старые жемчужины с блеском были обнаружены в породах эоценового периода на юге Англии. Поэтому можно утверждать, что жемчуг имеет довольно долгую геологическую историю. Само название Pearl, перлина, происходит от старофранцузского perle, от латинского perna, что означает нога, что указывает на форму бараньей ноги, а точнее копыта, схожего с открытой раковиной моллюска. А название жемчуг, скорее всего, произошло от китайского слова джэньчжу, обозначающего «морская раковина». И поскольку идеально круглые, гладкие, натуральные жемчужины встречаются так редко, что слово «pearl» и «жемчуг» стали относиться к чему угодно редкому и ценному. Хотя технически любой моллюск с раковиной может создать жемчуг, но только несколько групп двухспорчатых моллюсков используют перламутр для создания переливающихся перламутровых жемчужин. Именно эти жемчужины и ценятся в ювелирных изделиях. Сам жемчуг образуется в соленой или пресной воде в основном у вот этих двух видов моллюсков. Их в изобилии можно найти, например, в Персидском заливе. Увлекательный процесс образования жемчуга начинается, когда раздражитель, такой как песчинка или паразит, попадает в мягкие ткани моллюска. В ответ на это вторжение срабатывает защитный механизм моллюска. Он выделяет перламутр, который состоит из чередующихся слоев арагонита, кристаллической формы карбоната кальция, и конхиолина, органического белка. Со временем моллюск продолжает откладывать слои перламутра на раздражитель. Эти слои накапливаются и в конечном итоге образуют жемчужину. А блестящая поверхность жемчужины создается путем взаимодействия света со слоями перламутра, что приводит к характерному переливающемуся блеску, которым и славится жемчуг. Процесс формирования натурального жемчуга может занять несколько лет или даже десятилетий, а результат часто непредсказуем с точки зрения размера, формы и качества. Только в одном из 10 тысяч случаев в диком моллюске образуется жемчужина, и лишь небольшой процент из них достигает размера, формы и цвета, необходимых для ювелирной промышленности. Вот по этой причине он такой уникальный, и вот поэтому в этот естественный процесс вмешался человек, создав второй тип жемчуга – культивированный. Там, где природа дает мизерный шанс на создание такой красоты, человек взял все в свои руки и увеличил шанс попадания раздражителя до 100%. Культивированный жемчуг изготавливается путем вставки округлой бусины, сделанной из раковины моллюска, в основном между раковиной и мантией. А почему бусина? Чтобы получить максимально круглую форму и сократить время выращивания жемчужины до нужного размера. Обычно моллюск выделяет карбонат кальция вокруг бусины со скоростью примерно от 0,1 до 0,2 мм в год. Эта бусина служит ядром, вокруг которого моллюск откладывает слои перламутра, воссоздавая процесс формирования естественного жемчуга. Современное культивирование жемчуга началось в начале 1890-х годов, когда несколько японских и австралийских исследователей вырастили первые жемчужины в морской воде в Японии и Австралии. А контролируемая среда выращивания жемчуга уже позволяет получать более предсказуемые результаты с точки зрения размера, формы и качества жемчуга. К сожалению, так как процесс выращивания жемчуга аналогичный природному, есть только один единственный надежный способ отделить натуральный дикий жемчуг от культивированного – это рентген.
А трение жемчужин на зубы, ногти или кожу, или просвечивание, или тесты для нахождения удельного веса не смогут вам дать стопроцентно точный ответ. Это натуральный или культивированный жемчуг. В целом, считается, что культивированный жемчуг – это тоже натуральный жемчуг. Он просто выращен человеком в специально созданных для этого условиях, а не в природе. Кстати, хотя сам жемчуг и состоит из минерала, его органическое происхождение исключает его включение в минералы. Но все равно к нему применима шкала твердости Мооса, как и к другим материалам в мире. У жемчуга твердость составляет от 2,5 до 4,5 по этой шкале. Это делает его более восприимчивым к царапинам и повреждениям, чем многие другие натуральные минералы, используемые в украшениях. Жемчуг бывает разных типов, каждый из которых связан с определенным видом моллюсков и географическим регионом. Различные типы жемчуга выращиваются в разных частях света, и их уникальные характеристики делают их высоко ценимыми в мире ювелирных изделий и украшений. Факторы, влияющие на качество и ценность жемчуга, включают его размеры, форму, цвет, блеск и качество поверхности. В целом, жемчуг можно поделить на два основных вида – морской и пресноводный, речной. Как правило, морской жемчуг дороже. Разница в цене объясняется просто. На выращивание такого жемчуга тратится больше времени и средств на содержание самих устриц. Также морской моллюск за раз может создать только одну жемчужину, тогда как пресноводный – несколько. А еще морской жемчуг имеет яркий перламутровый блеск, а пресноводный – более матовый. Один из самых известных морских жемчугов – жемчуг Акоя. В основном выращивается в Японии и Китае, но также производится и в других регионах с подходящими условиями. Они известны своей классической круглой формой, сильным блеском и гладкой поверхностью, часто белого или кремового цвета, с оттенками розового или серебристого. Еще один известный морской жемчуг – жемчуг Южного моря. Выращивается в основном в теплых водах южной части Тихого океана, включая такие страны, как Австралия, Индонезия, Филиппины и Мьянма. Этот жемчуг производится самым крупным и редким видом устриц – Pinctada maxima. Они обычно больше по размеру по сравнению с другими жемчужинами и известны своим атласным блеском. Они бывают оттенков белого, серебристого и золотого. Еще можно выделить такой морской жемчуг, как таитянский, также известный как черный жемчуг. Он выращивается в устрицах с черными губами – Pinctada margaritifera, в основном во французской Полинезии, включая острова Таити. Несмотря на свое название, он бывает самых разных темных цветов, включая черный, серый, зеленый и павлиний. Их уникальные цвета и оттенки делают его очень востребованным у покупателей по всему миру. Что касается пресноводного жемчуга, то он выращивается в различных пресноводных водоемах, включая озера, реки и пруды по всему миру. А Китай является одним из самых крупных производителей пресноводного жемчуга. Этот вид бывает разных форм, размеров и цветов, включая белый, розовый, лавандовый и даже с металлическим оттенком. Сейчас часто можно увидеть пресноводный жемчуг с именем Бива. Исторически жемчуг Бива относился к пресноводному жемчугу, добываемому в озере Бива в Японии. Хотя оригинальный жемчуг Бива больше не производится из-за изменения окружающей среды, этот термин по-прежнему используется для описания некоторых высококачественных пресноводных жемчужин. Но есть виды, точнее названия типов жемчуга, которые могут выращиваться как в морской воде, так и в пресноводной. Например, жемчуг Мабе. Он выращивается в различных регионах, включая Японию, Индонезию и Австралию. Этот жемчуг часто называют блистерным или полужемчужиной, так как чаще всего они плоские с одной стороны. А выращивается путем прикрепления ядра к внутренней оболочке устрицы, а не путем его внедрения в мягкие ткани. В результате получается плоская жемчужина, которая часто используется в серьгах, подвесках и кольцах. Есть еще жемчуг Кэши, который тоже может быть как морским, так и пресноводным. В основном это безъядерный жемчуг, то есть он образуется без ядра в жемчужном мешочке. Его можно найти как в соленых, так и в пресноводных моллюсках. Жемчуг Кэши обычно небольшой и бывает разных форм и цветов. Они известны своим естественным органическим видом. Это всего лишь несколько примеров из множества типов жемчуга, встречающегося по всему миру. Например, неправильную несимметричную форму, которая может варьироваться от монетообразной до удлиненной или абстрактной, называют барокко жемчуг. Или жемчуг Fireball – огненный шар, часто встречающийся в районе Южного моря и Таити. Характеризуется своими интенсивными и яркими цветами. А термин «огненный шар» относится к его блестящему и огненному виду. Как видите, каждый тип имеет свои собственные отличительные характеристики и красоту, что делает жемчуг разнообразным и захватывающим выбором для любителей ювелирных изделий и коллекционеров.
Как и с драгоценными камнями, мы знаем немало примеров известных жемчужин, которые получили мировое признание благодаря своему размеру, цвету и историями, стоящими за ними. Например, жемчуг Ля Перегрина считается одним из самых известных жемчугов в истории. Он был обнаружен в 16 веке у берегов Панамы, а его название означает «пилигрим» на испанском языке. Уникальная грушевидная форма и размер жемчужины, почти 56 карат, сделали ее желанным драгоценным камнем на протяжении веков. Она прошла через руки разных монархов и знаменитостей, включая королеву Англии Марию I и Ричарда Бертона, который, как известно, подарил ее Элизабет Тейлор в качестве подарка на День Святого Валентина. Жемчуг Хоуп – это крупная натуральная жемчужина длиной около 1,7 дюйма. Когда-то она была частью коллекции Генри Филиппа Хоупа, коллекционера драгоценных камней в начале 19 века. Жемчуг имеет замечательный сине-серый цвет и часто выставляется рядом с бриллиантом Хоупа в музеях из-за схожести названий и исторических связей. Жемчуг Ля Регент также известен как жемчуг регента. Это идеально симметричный, белый и немного грушевидной формы жемчуг весит около 75 карат. Он был обнаружен в Панамском заливе в 16 веке. Жемчуг получил свое название от французского регента Филиппа II, герцога Орлеанского, который владел им в 18 веке. Про бриллиант регент, которым тоже владел этот человек, у меня уже есть отдельное видео. Жемчуг королевы или жемчуг королевы Марии. Королева Англии Мария II обладала обширной коллекцией жемчуга, включая уникальное жемчужное ожерелье. Ожерелье, ставшее культовым, было изображено на многих ее портретах. Жемчуг королевы остается символом королевской элегантности и изысканности. Жемчуг долины Арка. Он был обнаружен в 1982 году и является одним из крупнейших пресноводных жемчугов, когда-либо найденных. Он весит около 575 карат и имеет диаметр более 2 дюймов. Его необычные размеры и форма способствовали его славе. Это всего лишь несколько примеров уникальных и красивых жемчужин, которые прославились в мире. Но известных украшений и драгоценностей с жемчугом еще больше. Как-нибудь рассмотрим детальней и их тоже. Как видите, жемчуг проходит длительный путь от мелкой песчинки раздражителя до красивейшего произведения искусства, созданного самой природой. Будь то натуральный или культивированный, жемчуг по-прежнему ценится во всем мире за его уникальную красоту и уникальное происхождение. Надеюсь, вам было интересно и вы смогли узнать что-то новое и необычное для себя. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Всем пока!